Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Дилан узнал местонахождение Берана и немедленно приехал к нему. Когда Беран открывает дверь хижины и видит перед собой Дилана, он сначала удивляется, а затем очень злится на Дилана. Когда он спрашивает Дилана, что он делает, Дилан отвечает, что он пришел к нему. Однако Беран не может смириться с этой ситуацией. Несмотря на все его настойчивости, Дилан не хочет идти. Тем временем Джавахир приходит в Баран один. Вот почему Беран очень злится на Дилана. Однако он ничего не говорит Дилану. С другой стороны, Ясмин и Харун готовят десерт. Однако Ясмин не может найти платье, чтобы выйти на улицу. В этот момент ему на помощь приходит Цеврий, и они вместе выбирают платье. Ясмин очень взволнована и не может сдержаться. Харун все еще ждет Ясмин снаружи. Джевди также выходит поговорить с Харуном. В этот момент Ясмин приходит в красном. Харун не знает, что сказать, увидев красоту Ясмин. Они вместе идут на десерт. В особняке Гюль ищет Дилана. Когда он спрашивает Ферата, Ферат внезапно начинает волноваться. Несмотря на то, что Дилан хотел немедленно позвонить и спросить, где он оставил свой телефон в особняке. Ферат очень волнуется. Особенно он молится, чтобы Баран не преследовал его. Когда он рассказывает Гюль о том, что произошло, она очень волнуется. Тем временем Азади Ханем также слышит о том, что произошло. В этот момент в зал также приходят Джихан и Кудрет-бей. Дилан и Беран продолжают спорить. Несмотря на всю настойчивость Берана, Дилан как всегда непослушен и не хочет выходить из хижины. Он подозревал, что Баран встретится с Джавахиром. По их настоянию Баран говорит ему, что встретится с Джавахиром. Дилан потрясен и очень напуган тем, что слышит. Не зная, что делать, она тревожно обнимает Барана и пытается успокоиться. Тем временем в коттедж пришел и Джавахир. Когда он тайно проверяет хижину, он также видит внутри Дилана. В особняке все узнали, что произошло. Джихан и Ферат немедленно отправились за Бараном. Кудрет-бей также остается в особняке. Дилан отказывается идти в хижину, несмотря на все настойчивые требования Берана. Дилан не хочет покидать Барана, говоря, что даже если мы умрем, давайте умрем вместе. Беран больше не может этого терпеть, берет Дилана за руку и уходит. Когда они выходят, Беран замечает, что шины машины спущены. Они думают, что Джавахир может оказаться поблизости и немедленно вернуться в клуб. Джавахир же наблюдает за Диланом и Бараном. С другой стороны, к сожалению, Харун и Ясмин не смогли съесть десерт. Потому что кондитерская, в которую они ходили, была закрыта. Поэтому они снова поспорили и вернулись. В особняке Хасан продолжает сообщать обо всем произошедшем. Хотя Баран хочет позвонить Ферату, чтобы сообщить ему о случившемся, он не берет трубку и очень злится. Затем он снимает пистолет с пояса и передает его Дилану. Его цель – отвлечь Джавахира и позволить Дилану сбежать через заднюю дверь. Когда Дилан не хочет идти, Беран убеждает Дилана, говоря: «Если ты любишь меня, тебе нужно защитить себя и нашего ребенка». Когда Дилан очень грустно говорит, что не хочет больше уходить, Беран говорит: «Я всегда возвращался к тебе. Я вернусь снова. Я не могу спать без тебя. Не волнуйся, я не позволю, наш сын растет без отца». Дилан соглашается уйти, говоря, что у нас будет сын, и наша история не закончится печально. В этот момент Джавахир кричит: «Карабеи, я здесь». Беран и Дилан сразу же говорят друг другу, что любят друг друга, и уходят. Беран выходит через парадную дверь. Дилан хочет уйти сразу за ней, но когда она думает о своем ребенке, она останавливается и выходит через черный ход. В особняке продолжается тревожное ожидание. Особенно они беспокоились за Дилан и ее ребенка.
Пока госпожа Кадер пытается всех успокоить, господин Кудрет старается сохранять спокойствие. Однако тем временем госпоже Азади становится хуже. Джавахир подошел к хижине и остановился у двери. Он выламывает двери и входит, а когда видит перед собой барана, сразу спрашивает о Дилане. Берон очень злится и говорит: «Не вовлекайте в это Дилана». Несмотря на то, что он угрожал барану пистолетом в руке, баран был очень зол. Он начинает бить Джавахира. Последним выстрелом Джавахир падает на землю. Пока баран продолжает наносить удары, Джавахир начинает отвечать. Тем временем Джавахир берет камень и бьет барана по голове, в результате чего баран теряет сознание. Пока баран лежит на земле, Джавахир поднимает с земли пистолет и идет стрелять в барана. Однако он отказывается стрелять в барана и говорит: «Сначала я должен найти Дилана Карабея». После того, как Дилан уходит, он звонит Ферату и сообщает ему, что баран в опасности. Однако связь по телефону не очень хорошая, и Ферат не может до конца понять, что он говорит. Дилан продолжает убегать, Джавахир продолжает следовать за ним. Когда звук приближается, Дилан прячется за большим деревом. Харун своими руками готовит любимый десерт Ясмин. Потом он удивляется, как он так полюбил себя. Он звонит Ясмин и спрашивает: «Ты можешь срочно приехать в ресторан? Мне срочно нужна твоя помощь». Джавахир продолжает кричать: «Давай, выходи». Дилан разговаривает со своим ребенком и говорит: «Твой отец найдет нас и спасет, мы, как всегда, вернемся домой». Дилан вспоминает, что Берон сказал: «Перестаньте, чтобы вы не слышали, не смотрите на это, просто подумайте о нашем сыне», и продолжает идти. Пока госпожа Кадер натирает руки ГЖ Азади одеколоном, господин Кудрет и Гуль беспомощно сидят. Ферат и Джихан зовут Дилана и ищут его. Берон лежит без сознания там, где упал. Джевдет и Цеврии смотрят на свою малышку и говорят, как они счастливы, потому что все проблемы, через которые они прошли, были ради нашей дочери. Харун готовит десерт к столу и слушает по телефону, чтобы научиться правильно произносить название десерта. Когда Ясмин приходит и говорит: «Это место пусто, почему ты меня пригласил?», она внезапно видит десерт на столе. Когда Харун называет название десерта, Ясмин тоже удивляется. Ясмин очень довольна, когда Харун говорит: «Я сделал это для тебя своими руками». Затем он ест десерт, и когда Харун просит его поставить оценку, он злится, когда тот ставит низкую оценку. Затем, когда он пробует его, и ему оно тоже не нравится, он говорит: «Все в порядке, но ты так не говоришь. Я съел твое соленое печенье, не издав ни звука». Он говорит: «Я люблю тебя еще больше». Ясмин сначала удивляется, затем говорит: «Не будь так уверена», но на этот раз Харун протягивает тебе ожерелье. Ясмин испытывает шок за шоком, и когда она открывает коробку и видит ожерелье, оно ей очень нравится. Ферат и Джихан находят хижину и бегут к Акифу. Затем, когда они вместе входят в хижину и видят, что там никого нет, они снова расходятся и начинают поиски. Дилан же идет к краю скалы с видом на море. Когда там начинаются боли, она начинает плакать, говоря: «Держись, детка». Она начинает петь колыбельную, чтобы облегчить боль. В этот момент она вспоминает свои прекрасные воспоминания с бараном. Он снова слышит голос Джавахира, затем хватает пистолет и встает, говоря: «Я должен сделать это ради своего ребенка». Пока он направляет пистолет на Джавахира и ждет, Ферат, Джихан и Акиф продолжают искать Дилана в лесу. Джавахир видит Дилана и идет к нему, улыбаясь. «Когда я говорю, что нашел тебя», Дилан говорит: «Держись от нас подальше». Хотя Дилан спрашивает, где баран, Джавахир не отвечает. «Когда я говорю, что мы знаем, что вы не можете меня застрелить», Дилан говорит, что вы ничего не знаете, и я ничего не могу сделать для своего ребенка и мужа. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.